Всем привет! Вы на канале Графон Уроки Фотошопа, и в этом уроке мы сделаем с вами вот такой объемный прикольный текст. Многие думают, что для того, чтобы сделать такой 3D объемный красивый текст, понадобится изучить программы как Cinema 4D и так далее. Но нет, это мы сделаем с вами в фотошопе, и в принципе с этим уроком справится даже новичок, потому что посмотрев этот урок от начала до конца, вы сможете создавать подобные тексты различного вида. Они будут красивые, объемные, и их можно будет использовать, например, для названия в шапке вашего YouTube канала, либо группы ВКонтакте и прочее. То есть данный текст можно использовать будет абсолютно где угодно. Он будет у нас на прозрачном фоне, и перетаскивать можно на любую шапку и так далее. Итак, начнем. Для начала мы скроем наш результат, который у нас получился. Возьмем обычный темный фон, можно взять черный для наглядности. Создадим новый слой с помощью данной иконки в правом нижнем углу. Создать новый слой. И напишем произвольный текст. Так как у нас в начале мы видим слово графон, название моего канала, чтобы не возиться с каждой буквой, так как их здесь 6 штук, мы возьмем просто слово текст. На английском языке напишем текст, прибавим шрифт, размер шрифта. Итак, теперь подберем шрифт. Желательно взять какой-то, знаете, такой более со скругленными углами, но это не обязательно. В принципе, сделать можно с любым. Выберем вот шрифт Plump, который у нас был использован в исходнике. Прибавим еще размер. В принципе, нормально. Хватит. Теперь нажимаем правой кнопкой на панели слоев на слой с текстом и выбираем параметры наложения. Теперь здесь нам нужно выбрать пункт наложения градиента и выбрать градиент цвета, которые вы хотите использовать вообще в данном случае в вашем логотипе, либо в названии канала. Выберем два цвета, например, самый первый, поставим 90 градусов, где у нас написано угол, и выберем цвета. Кликаем два раза на пункт градиент. Здесь у нас получается нижняя часть, здесь верхняя. Внизу мы возьмем, как на исходнике, какой-нибудь такой более темно-оранжевый. Наверху возьмем какой-нибудь такой ближе к розовому, что ли. Да, давайте возьмем такой. Окей. Ну, чтобы менять цвета, нам нужно нажимать на данные указатели два раза. И открывается панель палитра цветов. Здесь можно выбрать цвет. Так, далее нам нужно перейти в пункт теснения. Выбираем внутренний скос, плавное. И здесь уже можно выбрать глубину теснения. Желательно сделать побольше. Также можно увеличить размер. Но слишком тоже это ставить на большую глубину не нужно, потому что буквы такие будут уже более сглаженные. Вот как мы видим сейчас. В принципе, сделать можно и так, как вам удобно. Я же возьму примерно вот так, чтобы только по краю было теснение. Так, в принципе, меня устраивает. И нажимаем ОК. Так, давайте эти два слоя мы, наверное, поставим в папочку и скроем. Так, у нас получился текстовый слой с нужными нам эффектами. Теперь правой кнопкой мыши на панели слоев мы нажимаем на слой с текстом. Выбираем преобразовать в смарт-объект. Еще раз правой кнопкой. И выбираем растриировать слой. Далее выбираем инструмент выделения. Желательно прямоугольное. Либо можно прямолинейным лассом. Ну, удобнее будет, конечно же, прямоугольным выделением. И нам теперь нужно по отдельности вырезать каждую букву. Итак, выделяем первую букву и нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-X. То есть Ctrl плюс X. Она у нас исчезает, то есть она у нас вырезалась. Далее нажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс V, английская V, русская M. Ctrl плюс V. И мы видим то, что наша буковка T появилась на новом слое. Вот, наверху. То есть остальные 4 буквы у нас остались на предыдущем слое. Верхний слой мы назовем буковкой T. И делаем это с каждой буковкой. Переходим на нижний слой, который у нас называется текст. Ctrl-X, Ctrl-V. Появляется новый слой с буковкой E. Называем также этот слой. Переходим на нижний.
Выбираем снова выделение. Ctrl-X, Ctrl-V. Вот появляется X. Называем слой X. Называть не обязательно, но вам будет удобнее ориентироваться при работе с данными слоями. И буковка Т у нас остается. Переименовываем на Т. Так, есть у нас 4 буквы, 4 слоя, и теперь нам нужно их как-то расположить по-интересному. То есть не так, чтобы они были в ряд, а вот берем буковку Т, переходим на слой с буковкой Т верхняя. Немножко увеличим, зажимаем Shift и увеличиваем мышкой, тянув за один из углов нашей буквы. Увеличим немного букву и повернем просто мышкой. Например, вот так. Нас это устроит. Нажимаем клавишу «Применить». Трансформирование. Далее переходим на буковку Е. Сделаем ее. Ну, в принципе, можно оставить ее такого же размера. Просто немножко повернуть. Для того, чтобы это выглядело интересней. И поставим чуть-чуть ближе. Так, хотя давайте лучше изначально мы не будем трогать остальные буквы. Мы их немножко подвинем в сторонку. И будем работать с каждой буквой по отдельности. Мы находимся на слое с буковкой Т. И нажимаем сочетание клавиш Ctrl-G. G русская P. Ctrl плюс G. Так, теперь у нас данная буковка заключилась в группу. И все слои, с которыми мы будем сейчас работать с этой буквой, будут находиться в данной группе. Что нам нужно сделать? Для начала нам нужно нажать сочетание клавиш Ctrl-J. Нажимаем Ctrl плюс J. J это русская О на русской раскладке. У нас появляется слой T-копия. Теперь мы видим то, что у нас две буковки T одинаковые, но нам их трогать не нужно. Оставляем так, как есть. Переходим на нижний слой, на слой просто буковка T. И теперь нам нужно задать объем с помощью следующих действий. Зажимаем клавишу Alt, держим клавишу Alt и будем нажимать по две стрелки одновременно, то есть несколько раз. Alt мы не отпускаем и, например, мы сейчас будем нажимать вниз и вниз и вправо несколько раз. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. 10 раз мы нажали и создалось вот такое количество слоев. Теперь, находясь на верхнем слое T-копия 18, зажимаем клавишу Shift и кликаем мышкой на нижний слой с буковкой T. Мы видим то, что все эти слои у нас выделились. И в этот момент мы нажимаем сочетание клавиш Ctrl-E. Английское E, на русской раскладке это буква U. Ctrl плюс E. Теперь мы видим то, что у нас они объединились. И данный слой T-копия 18 и будет нашим объемом. Все, что нам сейчас нужно сделать, это наложить градиент, либо же просто затемнить данный слой для наглядности. Переходим на слой T-копия, нажимаем правую клавишу мыши, выбираем параметры наложения и выбираем пункт градиент. Теперь мы выбираем черно-белый, чтобы белый был наверху, черный внизу. И уменьшаем непрозрачность. Так, примерно на 30%. С этим мы еще поработаем. Теперь на этом слое мы нажимаем клавишу, правую кнопку мыши, преобразовать в Smart Object. Правой кнопкой мыши еще раз, растрировать слой. Далее мы нажимаем клавишу либо Ctrl-U, либо, вернее, U. Либо все-таки можно сделать следующим образом. Берем инструмент затемнитель на панели слоев и начинаем затемнять те участки, которые находятся противоположно свету, скажем так. Например, свет у нас находится наверху вот здесь по центру, то есть свет светит у нас в эту сторону. Этот участок у нас будет светлым, этот темным, здесь светлым и внизу темным. Так. Здесь мы затемняем чуть-чуть, проводим 2 раза, даже можно 3. Да, 3 раза проводим. Внизу также проводим 3 раза, хотя здесь получается темнее, но ничего страшного.
Это, по сути, смотреться будет даже реалистичней. И сделаем немножко поменьше. Здесь также затемняем. Таким образом мы видим то, что у нашей буквы Т уже появился объем. Даже можно немножко больше затемнить. Здесь слишком черный получается, поэтому мы немножко оставим так. У буковки Т появился объем, и в принципе теперь мы можем приступить к данным действиям, которые провели с буквой Т, к остальным буквам. Так, скрываем нашу группу, назовем ее Т. Переходим к букве Е. Она находится под слоем с буквой Т, поэтому букву Е мы поворачиваем примерно вот так. И размещаем ее немножко за буковкой Т. Здесь будет немножко проще. Так, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-G. Наша буква Е заключается в группу. Находимся на слое с буквой Е. Нажимаем Ctrl плюс J. Переходим на букву Е. И теперь нам нужно задать объем данной букве с помощью зажатой клавиши Alt. Здесь мы, скорее всего, будем задавать объем уже не двумя кнопками вниз и вправо, а просто вниз. То есть зажимаем Alt и 10 раз нажимаем на стрелочку вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На слое E копия 11 зажимаем Shift, держим и кликаем на буковку E. Далее нажимаем сочетание клавиш Ctrl плюс E, объединение слоев. И правой кнопкой мыши на слое E копия 11. Параметры наложения. Градиент. Градиент у нас уже выбранный стоит с черного на белый в нужной непрозрачности. Нажимаем ОК. Правая кнопка мыши на E копия 11. Преобразовать в Smart объект и растрировать слой. Теперь мы также берем, находясь на этом слое, инструмент затемнитель и будем затемнять нужные участки. Мы помним, что свет у нас здесь по центру, как бы сверху падает, поэтому затемняем здесь. Проводим 3 раза. Здесь проводим 3 раза. И внизу. Так. Ну, так ну, хотя в принципе нормально. Даже вот здесь можно еще сделать потемнее, чтобы был примерно одинаковый объем по теневому балансу на всех буквах. И мы видим, что уже получается объем. Переходим на группу 2. Можем двигать как нам удобнее. Только уже не поворачивать, потому что объем будет смотреться нереалистично. В этом положении можно подвигать немножко. И нажать применить трансформирование. В принципе, так можно, вернее не можно, а нужно делать с каждой буквой. Я сейчас еще покажу один момент, который нужно сделать обязательно. Это у нас тень, падающая на букву от верхней буквы, которая буква находится сверху. То есть тень должна падать на букву Е с буквы Т. Находясь на слое, то есть на группе, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-E. Теперь это у нас цельный просто один слой, а не группа. Также на папке Т делаем. И находясь на группе 2, то есть еще назовем ее Е, это у нас буква Е. Находясь на данном слое, мы создаем новый слой. Между буквой Т и буквой Е у нас будет новый слой. И теперь что нам нужно сделать? Мы зажимаем клавишу Alt и ведем мышку в эту область между слоем слой 5 и буквой Е. Появляется вот такая иконочка. Кликаем мышкой. И теперь все, что мы делаем на данном слое, слой 5, будет происходить только на букве Е. Например, возьмем белую кисть, сделаем поменьше. Если мы даже будем рисовать вот так, мы видим то, что сбоку у нас ничего не появляется, а происходит только на буковке Е. На данном слое, куда мы его прицепили. Теперь нам нужно будет взять черную кисть. Выбираем цвет, черный цвет. Сделаем мягкие края. И выберем вот примерно такой размер. Теперь в тех местах, где буковка Т заезжает на букву Е, мы сделаем такие небольшие тени. Вот так. Примерно вот здесь немножко тень. И вот здесь прямую линию.
Вот так примерно. И мы видим то, что получается довольно реалистично и, в принципе, как в нашем изначальном варианте. Так. Здесь у нас смотрится поярче, потому что здесь более яркие цвета. Также можно будет сделать следующее, находясь на буковке Т на верхнем слое. Можно взять инструмент осветлитель, сделать его поменьше. И в некоторых местах, где вам кажется то, что слишком темно, можно поработать осветлителем. Таким вот образом мы видим то, что он осветляет участки. Например, где-то сделать посветлее. Края, уголки вот эти все. И будет смотреться еще симпатичнее. Так, например, вот таким вот образом. Это у нас как бы получаются блики от света. И это будет еще симпатичнее смотреться на всех буковках, как только придется это делать, и на одинаковых гранях. Сделали на буковке Т, переходим на букву Е. Кстати, эти два слоя с тенями нужно будет свести. Находимся на слое 5, зажимаем клавишу Ctrl и кликаем на Е. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-E. Сводится. Также берем, так, назовем Е. И берем инструмент осветлитель и также начинаем осветлять определенные участки. Мы видим то, что они становятся светлее. Буква приобретает такую глянцевость. Смотрится симпатичнее уже. Так. Проводим несколько раз. И буквы становятся уже повеселее. И так мы проделываем с каждой буковкой. То есть буковку X мы уже располагаем над буквой E. Перетягиваем на панели слоев. Увеличиваем ее. И каким-то вот таким образом закрываем примерно. Чтобы это было так в разброс получается. И посимпатичнее. Я сейчас это сделаю уже быстрее. Группа, Ctrl-J, переходим на нижний слой. Здесь также делаем тень вниз, зажимаем Alt, 10 раз нажимаем стрелочку вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Находясь на слое копии 11, зажимаем клавишу Shift. Переходим на X мышкой. Ctrl-E, объединяем слои. Параметры наложения. Наложение градиента. ОК. Преобразовать в смарт-объект. Растрировать слой. И берем инструмент затемнитель и затемняем участки, которые у нас находятся в нижней части. Так, вот здесь еще немножко. И здесь. Мы видим, уже буковка у нас стала объемной. Так, поворачивать это нельзя. Объединяем эти два слоя. Находясь на буковке Е снова, так как она у нас находится под буквой Т и X, находясь на букве Е, мы нажимаем «Создать новый слой», Alt, между слоями, слой относится сюда, берем черную кисть, вот так, немножко здесь уже, наверное, чуть-чуть вот так, немножко сделаем менее прозрачным, объединяем два слоя, и мы видим то, что буковки у нас объемные, они находятся в разнобой друг за другом. И буковка Т у нас остается крайняя. Ее сделаем тоже чуть больше и повернем ее вот примерно вот так. Хотя можно ее сделать даже больше. Вот так, для интереса. Чтобы не смотрелось все однотипно. Буква у нас находится под слоем с буквой X. Ctrl-G группа, Ctrl-J на слой T. Здесь нам нужно теперь соблюдать объем наших букв, то есть левая буква у нас объем идет направо, две средние и объем идет вниз, и данная буква, которая находится справа с краю, должна, от нее объем должен падать вниз влево. То есть мы нажимаем Alt и нажимаем две кнопки влево и вниз, стрелочки 10 раз вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь нажимаем клавишу Shift
буква Т, параметры наложения, градиент, ОК, преобразовать в смарт-объект, растрировать слой, затемнитель, затемняем темные участки. Так, вот здесь у нас будет особо темный. Здесь, в принципе, такой же. Здесь темнее. Здесь светлый участок, потому что свет у нас находится здесь. Так, ну и в принципе почти все готово. Объединяем эти все слои. И теперь, находясь на группе, вернее на слое с буквой Т, мы создаем новый слой. Так как у нас буква X находится перед буквой Е и перед буквой Т, она должна быть выше, чем буква Т. Так, мы создаем новый слой, зажимаем Alt, между ними берем черную кисть и создаем такую небольшую тень. Примерно вот так. И примерно вот так. Немножко убавим непрозрачность нашей тени и объединяем эти два слоя. Ну вот, в принципе, мы получили то, что и было в начале урока. Результат. Далее можно, конечно же, дорабатывать все это дело. То есть добавлять блики какие-то, например, свечение, либо просто блики. Блики можно скачать либо в интернете, либо добавлять с помощью фильтров, рендеринг, блики. Либо же просто мягкой кистью какие-нибудь. Например, сюда блик. Вот такой. С помощью кисти просто уже можно добавить бликов. В принципе, урок я считаю довольно простым. Вам нужно просто понять, как это делается все на первой букве. И повторить все те же самые действия на остальных буквах. Только вот, конечно же, нужно учитывать момент, то что откуда у вас падает свет. Вот, чтобы оставлять светлые участки там. Вот, например, объясню. Если свет у нас падает отсюда, то есть свет у нас идет сюда, сюда, сюда. Ну, то есть вот на эти участки как бы свет у нас падает. А вот эти, куда участки, вот, например, сюда же свет не может попасть, мы эти участки затемняем. Так, и какие еще моменты? Да, еще один момент, то, что нужно учитывать объем. Если у вас эта буква наклоняется вот так в эту сторону, то объем идет тоже в эту сторону. Потом по центру у нас объем вот так идет, и на крайней правой букве объем идет в эту сторону уже. Если мы сделаем объем в эту сторону, то нам нужно будет делать все буквы объемом в одну сторону. И текст будет смотреться немножко по-другому, но в принципе объем также будет. Урок я считаю завершенным. Я думаю, справится любой новичок. Если данный урок вам был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Графон Уроки Фотошопа. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Спасибо за внимание. Всем пока.